Короче, вот Шварценеггер рекламирует сам себя с помощью статуи. 90% профессората, они все практики. Оборудование для монтажа, обработки. У них свои собственные проекты. It's all of the museums and activities that are available for children. So I think there's just Vienna's perfect for anyone. Intensive classes which could be like 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon. Маркетинг занимается рекламой самого университета и нашей организации. Вена имеет богатую и разнообразную историю, насчитывающую более 2000 лет. Первоначально это было кельтское поселение, затем римский форпост под названием Виндебона. На протяжении всей истории город был важным культурным, политическим и экономическим центром. Вена была столицей Священной Римской империи и Австро-Венгерской империи, что делало ее центром власти и влияния на протяжении многих столетий. Город был родиной некоторых из величайших композиторов мира, включая Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Иоганна Штрауса II. Богатая музыкальная традиция Вены жива и по сей день, благодаря ее всемирно известным оперным театрам, концертным залам и филармоническому оркестру. Австрийская столица известна своей потрясающей архитектурой, в которой представлены различные стили разных эпох. Исторический центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКо с такими культовыми зданиями, как собор Святого Стефана, дворец Хоубург, дворец Шонбрунн, дворец Бельведер и Венская государственная опера. По объективным показателям безопасности, здравоохранения, образования, общественных услуг и культурных возможностей Вена занимает очень высокое место. Это отличный выбор для многих, кто подумывает о переезде, учебе или ищет отличное место для жизни. Вена неизменно входит в число городов с самым высоким качеством жизни. Исторический центр Вены является объектом всемирного наследия ЮНЕСКо, благодаря хорошо сохранившейся архитектуре и истории. Вена славится своей традиционной культурой кофеин, которая на протяжении веков была неотъемлемой частью ее общественной жизни. Венские кофейни — это не только места, где можно выпить кофе, они также являются центрами интеллектуальных и культурных дискуссий. Ребят, куда мы сейчас идем? В Нейсе, кофейню, которая находится рядом с универом, куда обычно все ребята перед занятиями ходят, чтобы взять стаканчик кофе, взбодриться немножко. Там также есть вкусные бейлы, закуски, сладости, которые также помогают. Yeah, it's actually the most popular coffee place for students here at Webster, and personally, I think it's one of the best ones here in Vienna, actually. And what is this area? So you have like restaurants, cafes, Yeah. everything. Yeah, we have like you can take bowl here or go for some Georgian food. I think also like here We later. have pasta, Georgian food, Chinese food, Yeah. Korean food. Like any food you want, like. Ребят, здесь еще в Австрии действуют правила по съемкам, то есть просто так как бы прийти и снимать все подряд, где есть люди, к сожалению, нельзя, и я не могу прийти и мотылять камерой перед лицами просто прохожих, людей с улицы, поэтому я не все могу вам показать на улице, вот, но мы стараемся. So this part is Eileen is a pro. This is a neoclassical Baroque palace that was built in 1826 to 1835. And it was actually pre-owned by this royal family, this noble family that was connected to the Austro-Hungarian Empire. This is the one building where all of our classes and activities happen, of course, unless they're on an excursion. And this is actually composed of about 17 seminar rooms, all in all, with 5 meeting rooms, where students can also, of course, meet with their organization team members, or with faculty, or with student leadership, for example. So this is all very functional, and it does look like one big block of a building, but it's a beautiful building, and it's fully equipped, modernized. В общем, на первом этаже у нас отделение бизнес-менеджмента, а на втором этаже у нас отделение Media Communications, и там, соответственно, тоже находятся офисы, кабинеты и также лаборатория с компьютерами, где студенты как раз-таки могут заниматься созданием контента и заниматься
классами. На третьем этаже у нас в основном находятся офисы и офис SJ. Это организация внутри университета, которая помогает студентам освоиться в университете, найти курсы, устраивает различные активности и помогает. На четвертом этаже у нас библиотека, которая занимает практически весь этаж. Также у нас лаборатория психологии, где проводят студенты сами эксперименты и делают свои работы, занимаются профессорами. И на пятом этаже у нас в основном офисы и есть несколько классов. А также есть класс с фортепиано. А у вас профессора здесь, они исключительно теоретики или они вот практики, как ты сказал, твоего профессора, они приходят из индустрии или они вот... Я бы сказал, 90% профессората, они все практики, то есть почти все работают или работали в различных компаниях, занимали значительные должности, и в основном, конечно же, они стараются как можно делиться собственным опытом, мотивируют нас развиваться как можно скорее. В городе есть множество культурных мест, которые можно изучать бесконечно. Музейный квартал – один из крупнейших культурных районов в мире и центр современного искусства и культуры. Здесь расположены различные музеи, художественные галереи, модные бары и кафе. Нашмаркт – самый популярный и оживленный рынок Вены, под открытым небом. Это отличное место для молодежи, где можно познакомиться с блюдами интернациональной кухни, купить свежие продукты и насладиться уличной едой со всего мира. По субботам здесь также работает блошиный рынок, где можно найти винтажные вещи и уникальные сокровища. Дунайский канал предлагает оживленную атмосферу с многочисленными барами, ресторанами и городскими пляжами, расположенными вдоль берегов. Есть здесь и свой остров Донауинзель. Он искусственный и расположен на реке Дунай. Здесь множество зеленых насаждений, велосипедные дорожки и развлекательные мероприятия. Это отличное место для отдыха, пикника и занятий спортом на открытом воздухе. Для любителей музыки есть и такие площадки, как Chelsea, B72 и WUK, известные своими живыми концертами от рока и инди до электронной и альтернативной музыки. Вена – город ООН. Она является одной из 4 официальных резиденций Организации Объединенных Наций. Здесь расположено Международное агентство по атомной энергии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. В Вене часто проводятся международные конференции, встречи и семинары по различным темам, многие из которых организуются ООН. Присутствие в Вене большого количества международных организаций и дипломатических миссий означает, что город играет центральную роль в международной дипломатии. Что же касается работы и карьеры. В Вене расположены офисы множества известных компаний, куда могут пойти работать после выпуска студенты университета. OMV Group – австрийская нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Вене, крупнейшая в Центральной Европе. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 387 место. Erste Group Bank AG – один из крупнейших поставщиков финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. Штаб-квартира Erste Group также находится в Вене. Vena Insurance Group – ведущая страховая компания в Центральной и Восточной Европе. Wienerberger AG – ведущий международный поставщик строительных материалов. Raiffeisenbank International – известная банковская группа со штаб-квартирой в Вене, работающая в нескольких странах Европы. Can you tell me regarding the main programs and disciplines that you do here at the university? Yeah, we've carefully selected the programs that we offer here at Webster Vienna Private University. With the bachelor's degree programs, we actually have 7 at the moment, which we're going to increase hopefully in the next year. But we start with the biggest department, which is Business and Management. So we have Bachelor of Science in Business Administration. We have BA in Management, Bachelor of Arts in Management. We also have 2 emphases in management. So we have an emphasis of BA in Management with an emphasis in Marketing and BA in Management with an emphasis in International Business. Then we have BA in International Relations, BA in Psychology,
We're looking to review that and turn that into a Bachelor of Science as well in the next few years. And we're also offering BA in Strategic Communication. And if you look at our student body, it's made up of people from different nationalities. So we have 62 to 72 nationalities. Wow. Yeah, it varies a little bit every year. But the reason for that is people understand that English is the language of communication if you want to be successful in a globalized world, globalized economy. Было ли тебе сложно поступить сюда в университет? Наверное, самой сложной частью была сдача экзамена на уровень английского. Я сдавал IELTS. Есть выбор между IELTS и TOEFL, насколько я знаю. Пожалуй, мне заняло около полугода активной подготовки к нему, и я сдал на нужный уровень. Но кроме этого нет каких-то вступительных экзаменов. Насколько я помню, нужно предоставить еще табель оценок, которые ты имел за школу, и небольшое мотивационное письмо. Знаешь, спрашивают часто, важны ли оценки ЕГЭ. Кто ты можешь ответить на это? Важны ли оценки по ЕГЭ? Что здесь важно? Думаю, по ЕГЭ нет при поступлении в Европейский университет. Но я бы сказал, что те знания, которые я получил при подготовке к ЕГЭ, мне очень помогли дальнейшее в обучении здесь. Илья, это что у вас? Это у вас, получается, ивенты, которые были? Да. Ну, то есть здесь в основном вот наши какие-то события, которые устраивает сам SGA. А можешь мне немножко рассказать о Student Association? Что это такое? Чем вы занимаетесь? В чем задачи? И кто там состоит? Да. Мы занимаемся в основном тем, что мы, во-первых, первая наша цель – это быть студентами для студентов. Мы помогаем им выбрать курсы, мы помогаем им понять, что делать в университете, предоставляем им различные способы досуга вне университета. Как сказал, у нас есть несколько клубов, например. У нас нет какого-то спортивного зала, но мы при этом все равно стараемся предоставить студентам максимальный выбор из спортивных событий. И у нас есть футбольный клуб, у нас есть волейбольный клуб, клуб психологии, книжный клуб, и каждый, кто хочет, может вступить в него. Мы являемся связующим звеном между управлением кампуса и студентами. То есть, если студенты есть какие-то проблемы с профессорами, есть какие-то требования по курсам, если их что-то не устраивает или просто хотим что-то вновь внедрить, то мы являемся тем голосом, который могут донести до управления университета, чего хотели бы видеть студенты в своем обучении или что хотели бы изменить. А кто состоит в студенческой ассоциации? Попасть туда может как каждый, но при этом есть разные позиции, которые требуют определенного опыта. Самые начинающие позиции – это ассистенты тех или иных офицеров. У нас четкая градация по позициям, то есть у нас почти как в любой компании у нас есть глава президент, 2 вице-президента и офицеры по должностям, которые относятся к каждому департаменту. То есть департамент по Media Communication, департамент по финансам. Я бы даже сказал, не совсем связан именно с обучающими программами, сколько именно со сферами, которые касаются студентов. То есть у нас маркетинг занимается рекламой самого университета и нашей организации. Финансы заведуют бюджетом. Я вот как раз был финансовым офицером и как бы бюджетом не университета, конечно, но наша организация нам каждый семестр ОХА, это такая организация, как я понял, в Австрии, которая помогает всем университетам, не только нам, финансово, предоставляет им финансовые услуги. Она нам выделяет определенный бюджет, который мы можем потратить на наше усмотрение, но, конечно же, мы должны это все время согласовывать с ОХА. И этот бюджет мы в основном тратим как раз-таки на различные события, на организацию каких-то встреч, фидбэк-ауров, пицца тайм. Мы очень стараемся мотивировать студентов давать свой фидбэк, чтобы мы понимали, что студенты хотят видеть в нашем университете. Я нашел окно, которое можно открыть, чтобы показать вам, что находится на улице. Здесь на улице сразу же мне уже прорекламировали. Тут целые сети ресторанов и кафе. Вот здесь прям из окна видно Вапиано. Наверное, один из любимых ресторанов студентов.
тоже. В библиотеке Study Rooms, да, как мы поняли. Здесь, пожалуйста, бронируйте с кем-то. Вот мы можем, допустим, сейчас забронировать комнату. У нас есть проект, сесть здесь и тихо закрыться, да, и играть все и работать. Это наша библиотека. А что здесь есть? Что здесь можно, допустим, почитать, по каким В предметам? принципе, у нас есть около 16 тысяч книг онлайн, так и офлайн. Их можно на любую тему, их можно взять в начале семестра и отдать обратно в конце семестра. Что из маркетинга реально круто? Вот крутые предметы какие-то. Advertising, как реклама. Это был один из лучших, я думаю, для меня лично уроков. Мы там учили разные стратегии, как правильно рекламировать компанию или продукт. Также у нас был урок Marketing Research, где мы пытались изучать, или мы изучали, как найти правильных маркетологов, как стать ими, как правильно изучать рынок. Такие маленькие, как Study Booth, они разрешают нашим студентам более приватность, когда они хотят учиться или сделать какой-нибудь проект. What is this office and what you doing here? We are the Student Resource Center, fondly referred to by students as the SRC. We take care of all student services outside of the classroom, so we support student mobility through study abroad programs. We support kind of the logistics of life when you move to Austria, whether it be support for visas, insurance, getting registered with the city of Vienna. Webster University has a partnership with the university in Tokyo, Japan, and we have for the first time 5 students from Vienna going to Japan for the fall semester. So we help students with a lot of things. So we try and work with the students, work very closely with the Student Government Association, building student community here. We also run the Student Leads program. It's a leadership certificate program that students can join while they're also studying. So they volunteer on campus, they get experience, they are a huge support to the university, and they grow their leadership skills. We take them on retreats. Our next biggest event will be the new student orientation. So that's what we're planning for coming up, all of the new students that will come in the fall. But other than that, a lot of different events you can see all over the walls. We've had pizza parties, we've had Halloween events, all sorts of things, and these are usually also student supported, so we work closely then with the students to plan, with the student government. Требуется предоставить небольшое резюме, письмо мотивационное и выступить перед текущим составом Student Government Association и рассказать о себе, о своем опыте, о своих целях. И у нас проходит голосование официальное, и если несколько кандидатов, то голосуют по очереди мандаты. Это своего рода управляющие голоса. Они не обязательно должны быть главными членами SGA. То есть это могут быть как и президент, и вице-президент, и главные офицеры, но их, по-моему, около 5-8 человек. Всего наша организация состоит из порядка 15 человек, в которых ходят студенты. You good? Yeah. Из разных стран. И, соответственно, мы стараемся как можно больше принять людей, чтобы больше людей могли участвовать в жизни университета. Многие эти люди, где крестиком отмечены, они уже тоже закончили учебу, но вот у нас президент, 2 вице-президента, секретарь, забыл упомянуть, это человек, который записывает все, что происходит в наших митингах. У нас каждую неделю происходят митинги, где мы обсуждаем текущие новости, проблемы, что делать на следующей неделе, докладываем, какие результаты. То есть вот у нас есть еще Business Management Council and Psychology Council, это вот как раз о чем я говорил, то есть у нас есть люди, которые от каждого департамента, которые как раз помогают решать вопросы студентам, если возникнут какие-то вопросы, они на этом говорят на митинге. Это называется Textbook Service, это место в начале семестра, где приходят все наши студенты забрать свои новые книги для своих предметов. Эти книги, они все включены в стоимость университета, это значит, что книги, они принадлежат студенту, они могут с ними делать все, что угодно. Некоторые студенты
привозят обратно. Это used textbooks от наших студентов. Студенческий лаунж, сейчас лето, большинство студентов находится на каникулах, но когда здесь учебный период, здесь прям все забито студентами. Сейчас в университете спокойно, тихо, вот, но на самом деле здесь шум и гам, когда здесь проходит учеба. Наш университет, он организует разные мероприятия, так как и социальные, как и академические. Допустим, как я говорила раньше, у нас каждый год ужин на День благодарения. So Got Talent — это такой шоу талантов, где студенты могут показать свои таланты всему университету и выиграть приз. Организует экскурсии по Вене. Но также ребята могут просто сами поехать куда-нибудь за Веной, в другие города, или в Хойригер. Это такие, как виноделья, где осенью особенно очень вкусное вино, студенты могут пойти туда. Ты как из Молдавии, да? Я разбираешься. Я разбираюсь, да. Также каждый год наш университет идет вместе с другими университетами Вены на бал, это студенческий бал у нас в декабре, январь и февраль. Это месяца балов в Вене, с разной тематикой, и есть также как студенческий бал. Еще одна дверь, медиа и коммуникации, был на психологическом факультете. А здесь уже другое. Это наш recording studio. Это такая комната, которая для записи фотографий, видео, которые наши студенты либо они должны их делать для предметов в Media Department, либо у них свои собственные проекты личные. Всю аппаратуру можно использовать, некоторую можно даже взять из университета, только ее нужно вернуть. Эту комнату могут все использовать, если она свободная, то ее можно просто забронировать и использовать в любой момент. На факультете медиа есть, мы поняли, комната для видеозаписи отдельно, есть комната для звукозаписи, стены, гасящие звук, чтобы не было эхо. Здесь, пожалуйста, у вас оборудование для монтажа, обработки, сразу же все, что нужно. И перед нами сразу же ресепшн. И вот такая прекрасная женщина будет вас встречать, когда вы будете приезжать. Hello! Hello, hello. What's your name? My name is Yasmina. Я уверен, что как только вы поступаете в университет, нужно сразу почти искать возможность стажироваться, потому что потом это гораздо облегчит вам поиск работы и карьеры и увеличит ваши шансы получить желаемую позицию. Тогда отсюда следующий вопрос по поводу совета. Совета студентам, совет ребятам, которые хотят найти классную работу. Что делать? На своем опыте скажу так. Старайтесь принимать как можно активное участие как в жизни самого университета, так и за его пределами. Возможно, это напрямую не связано с карьерой, но поверьте, это очень поможет вам в будущем лучше войти в какой-то коллектив, лучше воспринимать эту рабочую атмосферу и зону. Конечно же, я бы сказал, что нужно и уметь наслаждаться, и отдыхать, но в первую очередь, когда вы поступаете в университет, нужно сразу стараться задумываться о своей карьере. Скажу еще так, что не пытайтесь сразу искать работу во вред учебе, потому что было много случаев, когда люди начинали активно работать и не могли совместить одновременно работу и учебу, за это у них ухудшались оценки, и они плохо себя чувствовали. Поэтому все же, если вы хотите
быть на стажировке, выбирайте ту, которая либо будет минимально ваше время занимать, либо как-то не сильно связана с вашим расписанием университета, иначе это только создаст вам проблемы. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк. Подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.